house. Started in a crack house. Obama went the back route. Killed Bin Laden, another 4 up in the black house. Still got the max out. Pull a mask down like a mask. А как вам мой шмот? Ребят, вот настал момент раскрыть небольшой секрет. Компания Бюро работает над офигенным проектом. Это музей кроссовок бренда Saucony. Я сам очень люблю кроссовки, но у меня пар, наверное, 50 дома. Хочу вас познакомить с Сергеем, который затеял эту непростую идею и концепцию. И с нашей командой мы пытаемся это реализовать максимум круто. Пойдемте, познакомимся. Нарядил ты меня вообще по красоте. Смотри, какие у нас кроссы. Да? Да, это кроссы из одного коллаба. Ну что, Серега, настал момент раскрыть немножечко тайну. Что ты вообще задумал и что мы делаем? Мы ездим по каким-то баскетбольным площадкам, возим кроссовки, коптер, куча камер. Что вообще происходит? Что за затея? Я, конечно же, знаю, но хотелось бы услышать от тебя ту идею, тот концепт, который ты задумал. Расскажи вообще про бренд Saucony. Ну что, во-первых, что такое Saucony? Saucony, правильно говорить по-американски Saucony. Saucony. Это одна из старейших марок, которая производит спортивную обувь. В прошлом году, в 2018-м, бренду было 120 лет. И так получилось, что основатели бренда — это русский иммигрант. Серьезно? Да. Полюбил эту марку давно. Первые кроссовки купил в 96-м году. Но тогда я еще не собирался их собирать. Вот, я просто их носил, влюбился в них. Тогда я их получил, сносил до дыр и выкинул. Кто производитель Saucony? Вообще бренд американский. Сейчас, как и любая другая спортивная обувь, она производится, Вьетнам, Китай. Был период, когда кроссовки изготавливались в Америке. У меня тоже такие пары есть в коллекции. Ну и увлечение, просто это было хобби. Было много разных хобби. И кроссовки тоже одно из хобби. Но сейчас это хобби превратилось в историю. Я надеюсь, в историю, да, потому что сейчас в коллекции больше 450 пар. Ребята, 450 пар обуви. Если это все разложить здесь, то это с размером в башню, наверное. Я видел фотографии, фотоотчет, когда создавался этот кейс. Там действительно полстадиона, да, заложили? Баскетбольная площадка наполовину заполнена, да. В 2015 году я познакомился в Европе с основателем музея. Это был не интернет-музей, а был реальный музей кроссовок. Вот, и мне эта идея очень понравилась. Мы даже с ним договорились о том, чтобы сделать мою экспозицию у него в музее. Но, к сожалению, до этого не дошло. Кроссовок стало очень много, только Saucony. Я собираю, прошу акцентировать, что собираю только Saucony, да, у меня нет другого бренда. И теперь пришло время поделиться моим детищем с массой людей. И вот благодаря бюро ребятам мы придумали такой концепт. Мы хотим сделать супер крутой интернет-музей с современными технологиями, с реализацией всех интернет-новинок и всего остального, с развитием. И основой для этого музея будет моя коллекция. Каждый приходящий в музей сможет в 3D покрутить любую модель. Круто. Примерить ее на свою ногу. Сейчас и позволяют эти технологии современные. Офигеть. Вот. А дальше мы хотим просто, возможно, присоединять к коллекции других коллекционеров кроссовок. Кстати, будет ежегодный фестиваль в Ялте проходить по брейкдансу. Знаешь, да? Да. Ялта как-то Summer Jam, по-моему, называется. И можно, кстати, вот под этот тур подготовить. Слушай, идея супер крутая, и почему бы нет, как бы. Вот представьте, как круто. Такая прикольная выставка каких-то ретро-тачек, куча кросс, которые ты можешь посмотреть, и это действительно история. С какого, 86-й год? Saucony. Бренд сам 1898 год. И ко всему прочему, как бы Saucony это тот бренд, он назывался Hide Athletic. Это та обувь, в которой американские астронавты высаживались на Луну. И это все можно будет увидеть вот в этом музее, да? И безусловно, в музее будет история бренда, история создания конкретной пары, моя история получения этой пары, потому что за много лет
было очень много интересных, нестандартных ситуаций, обмена. Кроссовки, я покупал на eBay кроссовки, которые из России уезжали в Японию, потом из Японии приезжали обратно. А как достать те кроссы, которые на Луне были? Есть они у тебя? Но это не кроссы, это такие Кроссы, да, точно, Луна и кроссовки. мунбутсы. Нет, они, безусловно, есть там в Музее астронавтики Америки, в Америке. Ну вот, надеюсь, что в этом году, благодаря нашему с тобой проекту, сможем посетить Бостон, штаб-квартиру Saucony. Мы об этом с ними разговариваем. Очень и они круто. меня зовут к себе. И я думаю, что мы там много чего интересного с тобой сможем увидеть и потрогать эту обувь, которая шагала по Луне. Если все-таки американцы высаживались на Луну, а это не фейк. Я тебе хочу сказать, Серега, что я первый раз вообще в кроссовках. Спасибо, что ты их привез. Они меня удивили удобством. Я насколько кроссоман, да, можно так назвать? Или как это правильно назвать? Сникерхед. Сникерхед. Кроссоман на русском, да? Да. Ну, мне комфортно очень. Ну, раньше я носил то, что было модно. Сейчас с возрастом я переобулся в то, что комфортно. И мне сейчас комфортно и выглядит прикольно. Ну, на самом деле, да, есть, безусловно, хайп относительно кроссовок. Последние там несколько лет это очень модный тренд. И все премиальные бренды, спортивные бренды, все уделяют этому огромное значение. Чтобы Все было не только красиво, а еще и удобно. в этом году много переиздает кроссовок, которым 30 лет. Ага. То Теперь есть- их делают более удобнее, но в Да. старом форме, да? Да, и именно эскиз 88 года, в этом году вышла модель, ей 30 лет, безусловно, более современные материалы сейчас, да, но сам дизайн, он идентичен 30-летней давности. Причем это делают сейчас очень много брендов, они берут просто старые модели и переиздают, потому что я тебе еще покажу дальше каталоги там 90-х годов. И как это выглядит сегодня, да? И ты просто посмотришь и скажешь: Серега, я хочу вот эту пару, потому что они супер крутые. Вот Круто. очень супер крутые. Круто. Ребята, я могу с гордостью сообщить, что мы работаем над брендом, одним из топовых, да, которые сделали историю. Бренд Saucony. Saucony. И скоро вы увидите и сможете посетить этот замечательный музей от Сергея И от бюро. и от Бюро Холдинг.